Здравствуйте, мои дорогие скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца января. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает в период с 1 по 15 января и какие карты вам сегодня выпадут. Я буду доставать по одной карте, и мы будем смотреть, собственно, какая картинка у нас сложится из карт сегодня для вашего знака зодиака. Напоминаю, пока перетасовываю колоду, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайки, сообщения, все, что вашей душе угодно. Пишите, делитесь этим видео с вашими друзьями, знакомыми, если считаете, что видео вам подходит и им, может быть, подходит. Также буду очень-очень рада. Итак, давайте мы посмотрим, что же у вас происходит в начале, собственно, Нового года, какие карты у вас выпадают. Итак, первая прям карта у вас влюбленная, карта любовных отношений. Возможно, здесь вам нужно будет в каком-то партнерстве, в каких-то романтических или дружеских или деловых отношениях создавать этот крепкий союз, выстраивать доверительные отношения, может быть, принимать решения относительно каких-то отношений, какого-то союза. Для вас это важное решение. Оно может касаться и других сфер жизни, но они могут повлиять на ваши основные отношения. Поэтому нужно разобраться, да, очень хорошо перед принятием, собственно, здесь какого бы то ни было решения. Также здесь восьмерка жезлов, такой всплеск энергии, когда очень быстро развиваются события, очень быстрое движение происходит. И, возможно, вам здесь нужно очень быстро решить какие-то вопросы. Может быть, нужно будет куда-то ездить, какие-то вопросы решать в поездках, в каких-то перемещениях. Карта сила. Вы здесь достаточно сильны, чтобы преодолевать любые трудности на этом пути. У вас очень сильный характер, здесь вы справляетесь с любыми препятствиями, вы не сомневаетесь ни в чем, вы не останавливаетесь ни перед чем. Вы здесь сильны, у вас такой эмоциональный, духовный подъем есть. То есть у вас есть все необходимое, чтобы этот путь пройти дальше. И, собственно, да, и это все так динамично у вас происходит с восьмеркой жезлов в какой-то такой очень-очень большой экспрессивной манере. Все, что здесь начинается у вас в первой половине, да, в первые пару недель месяца января. И карта колесница тоже, кстати, продвижение. То есть тоже, да, и целеустремленность, и движение, и успех, продвижение к вашей цели, может быть, настойчивая сила воли, которую вы здесь проявляете, может быть, какие-то, может быть, проблемы решаете, и вы здесь не упускаете из виду свою главную цель. Вы постоянно направляете все свои силы, свои усилия на достижение успеха, на достижение цели. Вы очень целеустремленные. Может быть, решаете какие-то вопросы с транспортом, со своим автомобилем, но, может быть, с какой-то поездкой тоже, да, то есть в прямом понимании этого слова колесница, поездка. Но вот основное здесь как продвижение к вашей цели, которая вы здесь явно преследуете эту цель. Дальше тут же есть карта принцессы или пажа жезлов вместе с тузом жезлов. Такая огненная энергия, которая показывает, что у вас есть возможность начать совершенно новый путь. У вас могут поступать какие-то сообщения об этом. Возможно, у вас какие-то новые захватывающие возможности появляются. И вы готовы двигаться по этому новому пути. Вы готовы здесь продвигаться к каким-то возможностям, собственно, да, реализовывать себя в каких-то новых начинаниях. Но тут двойка мечей показывает, что да, вы в какой-то момент можете засомневаться. Может быть, вам кажется, что у вас как будто есть сопротивление определенное со стороны, или вы сопротивляетесь тому, чтобы принимать какие-то решения по этому поводу. Но решение все равно будет принято, и вы рассмотрите ситуацию с двух сторон. Подумайте логически, интеллектуально о том, как лучше поступить, потому что мечи — это все-таки воздух, это логическое мышление. И разобравшись в каких-то вот, да, моментах, здесь каких-то деталях, разобравшись в абсолютной истине того, что здесь происходит и чего этот вопрос касается, на глубоком, может быть, интуитивном уровне вы принимаете это решение. То есть вы находитесь в процессе этого выбора. Опять-таки мы приходим к выбору, потому что карта влюбленная, она тоже здесь говорит в целом о выборе. Но вы полны решимости, решительности двигаться вперед к своей цели, поэтому это просто какая-то временная такая как будет приостановка для того, чтобы разобраться в том, как же лучше поступить, потому что у вас здесь такое, знаете, все равно сильное ощущение, что это повлиять может на отношения, поэтому вы стараетесь хорошо подумать перед тем, как решение принять. Вы понимаете, что это отразится не только на вас, но еще и на других людях, поэтому вы здесь стараетесь быть очень-очень осторожными, чтобы никого не травмировать или
деле не повлиять каким-то плохим образом там на жизни других людей, которые вас окружают. Карта правосудия, карта справедливости, для кого-то карта весов, с которыми вы можете иметь дело. И тут же 7 пентаклей. Карта, ну знаете, как ожидание реализации чего-то. 7 пентаклей. Может быть 9 жезлов. То есть карта влюбленная — это карта выбора, который вам нужно делать, но вы здесь стараетесь быть очень осторожными в принятии решений. Понимаете, что каждый поступок и каждое действие будет иметь какие-то дальнейшие последствия, соответственно, поэтому вы стараетесь из моральных, из этических принципов очень хорошее решение правильно принимать, чтобы оно не отразилось на других людях слишком сильно. И вот здесь вот вы пытаетесь понять, как лучше всего поступить, возможно, в этой ситуации. Карта правосудия, чтобы это было по справедливости, чтобы это было честно, чтобы это, может быть, законно было, возможно, так. То есть вы пытаетесь наиболее справедливым, наилучшим образом решить какую-то здесь проблему. И также здесь есть, возможно, как необходимость постоять за себя, защитить себя, свои границы, может быть, на законном уровне где-то защитить свои границы. Поэтому и 7 пентаклей, понимание, что вам нужно будет здесь проявить терпение, выдержку в решении каких-то бумажных дел, бумажных каких-то вопросов, когда вы добиваетесь своей правды и доказываете свою истину. Но, тем не менее, опять-таки, вы достаточно сильны здесь, вы понимаете, что правда за вами. Возможно, вам здесь нужно будет какие-то существенные изменения внести в работу или в отношения, или что-то подобное. Но здесь вы в любом случае поступаете по закону, поступаете честно, даже если ваши эмоции вас как-то немножечко сбивают с этого пути, но вы все равно поступаете справедливо, вы поступаете беспристрастно, вы, к чего бы это ни касалось, отношений или работы, принимаете решение, которое взвешено на фактах основано, да, то есть оно не импульсивное, не спонтанное. И это решение, оно будет двигать вас вперед. Возможно, вам нужно что-то завершить, поэтому есть 9 жезлов, и вы думаете, как это сделать лучше, как справиться с этой ситуацией, потому что это касается не только вас. И опять-таки вам нужно быть очень осторожными в том, как вы это делаете. Или там, если вы увольняетесь с работы, как это отразится на других людей, допустим. То есть вот как-то ваше решение, оно здесь может оказать значительное влияние на других людей. Поэтому нужно быть очень осторожными с этими решениями, с этим принятием решений. Давайте посмотрим дальше, что еще здесь у нас есть. Мир, карта 7 кубков. Опять-таки отсылка к выбору. Много вариантов, много каких-то возможностей, которые у вас есть. И вы вот как в наперстке играете. Вы боитесь, чтобы вас никто не обманул, поэтому стараетесь решение принять максимально взвешенное. Да? Возможно, кто-то здесь думает, что вы слишком торопитесь с оценкой ситуации, но это на самом деле не так. Вы хорошенько думаете перед тем, как принимать решение. И да, хоть эта ситуация возникает быстро, но вы все-таки имеете возможность, имеете время для того, чтобы это решение именно принять взвешенно, продуманно. Хоть и действовать нужно достаточно будет быстро. И это решение, оно как будто бы завершает определенный цикл, потому что мир, карта появляется как завершение в старших арканах и символизирует завершение какого-то цикла или этапа, который подходит к концу вашей жизни, и начинается совершенно новый этап. То есть завершение какого-то периода в вашей жизни, начало нового периода, нового этапа, как завершение одной главы и начало другой. И здесь вот как будто бы опять-таки вам нужно по 7 кубков будет принимать решения, делать выбор, возможно, делать выбор, принимать решения. 7 жезлов, могут быть какие-то конфликты с окружающими, люди, которые с вами не согласны, может быть, думают, что вы, не знаю, в облаках летаете и может быть, неправильное решение принимаете, или опять-таки торопитесь слишком сильно, или, может быть, эти люди боятся принятия решения от вас, то есть боятся, что же вы решите, что вы придумаете, или у вас возникают какие-то здесь переживания, что вам кто-то будет палки в колеса ставить, или кто-то мешать, и поэтому вы стараетесь себя оградить от каких-то недоброжелателей или каких-то советов других людей, в целом, да, других людей, которые, как вам кажется, могут каким-то образом вам навредить, потому что вы понимаете, что это решение, оно ведет к большим переменам, и
Ну, в любом случае, да, вы сами как бы тоже немножечко боитесь перемен, как все мы боимся перемен. Но вот здесь вот карта сила, она показывает, что вы сильны, чтобы справиться с какой-то конкуренцией, с недоброжелательными. Сильны в том, чтобы принять логичное решение, сильны в том, чтобы действовать этично, правильно в этом решении и продвигать себя к своей цели. То есть у вас карта сила, она все-таки выпала здесь в таком очень хорошем контексте. Поэтому я думаю, что здесь вот хорошее значение должно быть. Давайте еще посмотрим. Очень много кубков, туз кубков, карта принц кубков, ну и карта повешенный. Здесь для некоторых из вас, возможно, новое начало каких-то отношений, кстати. Возможно, вам здесь дается хорошая возможность, новое начало, вам предлагается что-то новое, что может очень большое эмоциональное удовлетворение привнести, может быть, да, в отношениях. Это может быть какое-то предложение отношений, ну и это может быть и какое-то отношение иметь, там, не знаю, к работе, к делам, что-то, что вам приносит много радости, много эмоционального удовлетворения. У каждого разное может быть, конечно. И опять-таки здесь карта повешенная, она подразумевает какую-то жертву, которую вы, возможно, делаете сейчас для более долгосрочной выгоды. Возможно, у вас есть здесь перспектива завести новые отношения, если вы состоите в отношениях с кем-то другим, или новую работу, если даже вы сейчас находитесь в какой-то другой, да, занятости, но у вас есть возможность решения принять, да, что-то поменять в ближайшем будущем. Даже если окружающие люди с вами не согласны, но вы как будто бы готовы здесь пойти на такую жертву и решить, насколько этот вариант реалистичен, насколько вы по семерке кубков его не надумали, да, насколько вы не нафантазировали, а что действительно стоит это решение принять в пользу этого выбора, в пользу этого предложения, которое вам здесь дается. Итак, я думаю, что на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для скорпионов мы завершаем. Я всем вам желаю всего самого наилучшего, самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.